Друзья, всех приветствую! Сегодня наша задача будет максимально приблизить наши аккаунты к airdropу. Для этого нам нужно будет выполнить миссию Pandra King. Объясню, как ее сделать, также заметим несколько дополнительных NFT. Досмотри видео до конца и внимательно. Погнали! Друзья, первым делом напомню, что Polyhedra занесли $25 миллионов на раундах финансирования, соответственно, все Tier 1 фонды здесь присутствуют, почти все. Поэтому вот с большой вероятностью будет дроп. Я его примерно планирую в октябре, может в конце сентября, так как Panda думает, что это последние главные активности, которые стоит пройти. Сразу скажу, что все ссылки на бриджи, на бесплатные токены найдете в моем телеграм-канале, сразу после видео можете перейти, в описании будет ссылка, и там полная инструкция, где что делать. Те ребята, которые есть в моем телеграм-канале, они видели, что я 4 NFT уже заминтил, было активно вот это мероприятие. Также есть у нас Mystery Box, который мы можем получить в тестовой сети Combo Network. Соответственно, здесь подключаем кошелек, я просто уже заминтил, и копия NFT у вас присутствует. Это буквально несколько секунд. И также Second Life to Anniversary, то есть день рождения, можно сказать, годовщина. И здесь мы также можем заметить свой Soulbound NFT. То есть этот NFT никуда нельзя передавать, просто его можно заметить в различных сетях. Вот во всех я заметил, к примеру, можно на OpBNB. После того, как подтвердили транзакцию, у нас сейчас заметится и в этой сети также Soulbound NFT. Все готово, нажимаем Done, у вас должно в принципе вот так же быть во всех сетях, это заминчено. Ну а теперь переходим к самому главному, это Pandra King, вот так вот они выглядят, написано Coming Soon, то есть это, я думаю, самая последняя активность, которую мы должны максимум сделать. Наша задача на сегодняшнее видео максимально четко добиться легендарной NFT, то есть больше 25 NFT заминтить и получить легендарную панду. Скорее всего, это будет самым главным атрибутом для получения аирдропа в будущем. Сейчас, если можете наблюдать, у меня написано, что 6 заминтено, и до следующего левела осталось 4, то есть у меня 6 NFT. Как их заминтить, я подряд сейчас грамотно покажу, поэтому можете поставить 1.25 либо 1 и внимательно посмотреть. Друзья, чтобы получить легендарную NFT более 24 бриджей сделать, нам понадобится 4 основных сети, это BNB, Celo Network, Core и Matic, также можно Mantle, и понадобится 2 тестовые сети, это OpBNB и Combo Network. Я сейчас подряд расскажу, как что делать. В каждой сети, я думаю, нам хватит по $5, это я прям беру максимум, я думаю, хватит, поэтому я уже на Bybit закупил, сейчас все буду переносить в MetaMask. Это основные сети BNB, Celo, Core, Matic. Также, чтобы получить тестовые сети, опять же ссылочки будут в Телеграме, мы копируем наш MetaMask, переходим на сайт testnet.bnbchain.org, чтобы не ошибиться, можете по ссылке перейти. Вставляем сюда наш кошелек, я просто уже брал, 24 часа можно, и у нас 0.1 BNB тестовых. После этого мы переходим на OpBNB Bridge, либо можно через другую, вы уже сами смотрите. И здесь вводите определенное количество с простого тестнет BNB Smart Chain на OpBNB тестнет. Ну, к примеру, это 0.1. И переносите. После того, как вы перенесли, переходим в следующий сайт, который называется Bridge Combo Network. То есть здесь меняем сеть. После того, как поменяли, меняем также BNB Smart Chain Testnet токен, то есть в прошлом бридже все не меняйте, оставьте сюда тоже. И здесь также можете 0.05 поменять на Combo Testnet. После того, как все сделали, нажимайте кнопочку Депозит. Как только основные токены перенесли в MetaMask и тестовые также обменяли, период подготовки у нас закончился. Теперь давайте перейдем к делу. Первое, что нам нужно сделать, это заминтить максимальное количество NFT в каждой сети. То есть у нас есть Pandra King, сюда не нажимаем, вот где кнопка Claiming, Pandra нажимаем. У нас есть 4 сети, это BNB, это Polygon, это Core и Celo. Это те сети, которые мы сейчас переносили на газ деньги. Мы сначала нажимаем BNB, смотрите, внизу написано максимум можно 6 NFT на один адрес. Это все нужно сделать до 20 августа. Соответственно, мы 6 раз клеймим эту NFT. У меня уже максимально заклеймено раз, и у меня сейчас будет выдаваться вот такая вот ошибка. Просто не торопясь, подряд 6 раз эту заклеймили, 6 раз Polygon, 6 Celo и 6 Core. Все, после того, как мы заминтили 6 NFT, то есть здесь уже нельзя показывать. То есть тут по одежке можно наблюдать, какие сети нам не хватает, какой панды. То есть мы можем видеть, что у нас есть, к примеру, BNB панда, нам нужно ее в эту сеть, в эту и в эту. Если вы не можете увидеть, можете приблизить, либо если вы не понимаете, я просто каждую не буду показывать, если вы не понимаете, какую сеть осталась, можете правой кнопкой нажать, посмотреть код.
После этого наводите на NFT, который хотите посмотреть, и тут написано, в самой ссылке написано CoreDAO. Нажимаете, можете посмотреть вблизи. То есть первое, что вам нужно сделать, это отправить BNB, вот эту панду, в CoreDAO. Что для этого нужно? Для этого мы нажимаем в правом углу My NFT, и вот все ваши NFT. Мне, если нужно BNB, я нажимаю вторую страницу. И вот есть у меня 4 BNB, в чьи сети я еще не перевел. Нажимаем сюда. Далее выше мы с вами видим ZK Bridge, нажимаем. После этого мы нажимаем Confirm Import. У нас меняется сеть. Next. И здесь CoreDAO. И нажимаем еще раз Next, Approve. Нажимаем кнопку Transfer. Тут уже тратится 77 центов. Все, мы выполнили. Переходим, чтобы проверить. Нажимаем PancakeKings. Здесь может сразу не показываться. Нужно будет подождать минуту-две. Все, спустя 2 минуты появилась NFT, и мы уже с вами выполнили на Uncommon. То есть, если ребята есть, которые абузят, я рекомендую хотя бы до рарного, до эпика дойти. Понятное дело, что все ваши аккаунты легендарные не нужно делать, по-любому какой-то будет дроп, но, наверное, будет зависеть от того, насколько редкую NFT вы заметите. Поэтому наша цель сделать легендарную. Друзья, точно таким же способом еще 3 NFT именно этой панды мы должны перенести по бриджу трансфером. Следующее у нас Села. Я все показывать не буду, покажу еще одну, чтобы вы понимали, как это работает. Еще раз, нажимаем My NFT. Спускаемся до той панды, которую, в принципе, подряд делаем, чтобы не запутаться. Тут сверху ZK Bridge. И теперь эту панду мы отправляем в сеть Села. И таким способом, когда вы панды одного типа перенесли по всем сетям, делайте уже следующее, чтобы не запутаться. А я сейчас сделаю абсолютно все NFT и бриджи и перейду к вам. Друзья, сразу скажу один момент. К примеру, если вы захотите отправить в Села из Core в Села панду, то есть смотрите, нажимаем ZK Bridge, CoreDAO, нажимаем подтвердить, чтобы вы не запутались, я вам один момент расскажу. После этого Next. И вот мы хотим Mantle, например, отправить. Здесь нету. Скоро мы не можем сразу отправить в Mantle. Да, немного замудрено, но все просто. Вы отправляете в BNB Chain. И из BNB Chain вы уже можете отправить в Mantle. Вы можете отправить в Combo Network, в Sela, куда угодно. Поэтому, если вдруг вы не находите ту сеть, отправляете в BNB Chain и с нее уже отправляете ту или иную NFT каждого типа в ту сеть, которая недостающая. Друзья, я рекомендую хоть одну NFT перенести именно в Mantle. Это очень важно, потому что у нас есть Gels, я в конце видео о нем расскажу, где Mantle Network нам потребуется одну NFT сюда перенести. Так, ребята, остановился на важном моменте. Сейчас внимательно слушайте. Смотрите, у меня 22 сменщенных NFT и в принципе все. 3 NFT у меня потерялось. Как? Объясню. Друзья, смотрите, когда я минтил в BNB Testnet, именно сейчас эта сеть не работала. То есть требует переключить. Соответственно, я проверил на BNB Chain List эту сеть. И вот сейчас заработала, до этого красным. То есть у них сейчас какие-то сбои. То работает, то не работает. Соответственно, если она не работает, что я делал? Я перекидывал NFT через бридж и подтверждал через основную сеть транзакцию. То есть я смотрел, грузилась, подтвердил через основную, и сама NFT потерялась. То есть у меня сейчас всего получается 22 NFT. Как исправить этот момент? Конечно, это еще ударит по нескольким долларам, но если у вас такая же ситуация, во-первых, если какая-то сеть лагает, не работает, не делайте в ней, подождите чуть, потому что, возможно, там нагрузка. Но если вы уже потеряли NFT, у вас не хватает, к примеру, в моем случае 3, есть сайт Tofu NFT, и здесь вы можете в поиске ввести панду и купить определенную панду, которой вам не хватает, либо именно тип панды, и ее потом перенести по бриджу в ту сеть, которую нужно. То есть тут вот панды можете поставить 0.074, 0.075, в зависимости от цены, в зависимости от сети определенная цена. С этим разобрались. Если вдруг сеть не работает, либо подождите. Если уже потеряли NFT, соответственно, можете купить прямо здесь, на этом маркетплейсе. Друзья, ну и спустя какое-то время заметили все 25 NFT. Видно, что у нас сейчас левел легендарный. Это максимум, что можно сделать. Конечно, можно еще 3 NFT заметить, чтобы было 28, но я не вижу в этом смысла. Поэтому все 25 NFT миньте, и на этом хватит. Помимо этого, не забывайте зайти в Gels и вот здесь Mantle Network. Одну NFT перекинуть обязательно в Mantle и вот эти все задания выполнить. Все ссылочки будут в описании. Если нужна какая-то помощь, напишите в Telegram, обязательно в чат, либо напишите в комментариях, попробуем разобраться.